Доброе утро, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. Сегодня мы поговорим на тему чудеса. Существуют ли чудеса в нашей жизни? Чудеса существуют, так как они имеют возможность материализовываться. У одних людей материализовываются тяжелые ситуации, у других хороших. В чем секрет материализации вещей? Секрет в базовых настройках каждого сознания, индивидуального человека, семьи, рода и так далее. Очень важно осознать, что база одна и та же для каждого человека. Это, знаете, как заниматься спортом. Есть определенная база, которую делает каждый человек, не в зависимости от направления спорта, где он делает. Если надо делать пресс, он качает пресс. Если надо качать бицепс, он качает бицепс. Если отжимания укрепить грудную клетку, он качает грудную клетку. Понимаете, все в нашем мире очень похоже и связано как с духовным миром. База одна и та же. Пресс качать надо любому спортсмену, любому, абсолютно. Грудь, мышцы, ноги. Это уже в зависимости от направления спорта, куда пойдет спортсмен или духовный человек, чего он хочет. Хочет ли он быть универсальным? Хочет ли он быть развитым только в одном направлении? Чтобы создавалась игра жизни. Духовный человек, разумный, всегда будет молиться, потому что он понимает, это база. Это база для взросления души. Без нее никуда. Медитация полезна. Это инструменты. Понимаете? Молитва, медитация, неосуждение, принятие жизни, полное принятие всех ее событий на всех континентах. В своей жизни полное принятие. Благодарность уже, представляете? Я не только говорю вам, чтобы вы не осуждали. Я говорю, что даже надо благодарить за то, что вам дается. Это базовые элементы для взросления души. Непринятие алкоголя и любых веществ, которые изменяют сознание. Понимаете? Это база для духовного становления. Когда человек духовно развитый становится, он обретает счастье, любовь, понимание этой магии жизни, благодарность в созерцании каждого дня, в моменте здесь и сейчас. Бог оживил сейчас вас и меня. Понимаете? В данную секунду. Это не было ни в прошлом, ни в настоящем. Когда человек создался? Сейчас. Сейчас, когда я открыл глаза, Бог создал меня. Все остальное – это история. Я себя не оживляю. Творец это все делает. Я не управляю ни одним элементом в своем организме, но оно все готовое уже. Ногти, волосы на груди, и то нету. Все посостригал. Спортсмен. И вот в спорте так же самое. Есть определенная дисциплина, порядок. Если человек разумный, он будет заниматься спортом и зарядкой в течение всей жизни. Для чего это? В первую очередь, для удобства жизни. Каждый день спорт поднимает вам энергию. Вы становитесь сильнее. Вы становитесь многофункциональным. Ваше тело выполнять может такие движения, которые другой человек не может. Потому что у вас развиты суставы, мышечная масса. Это зависит от вас. Интереснее жить. Просто интересней.
Нет ничего сверхъестественного, просто интересней и удобней. Зарядили с утра зарядка, все, вы целый день уже заряжены энергией. Каждый человек ищет, где найти то-то. Делайте зарядку каждый день. Делайте. Занимайтесь спортом любым. Любым. И вы обретете то счастье физического мира. Оно будет вас заряжать, оно дает вам энергию. Самый важный источник для человека разумного. Энергия. В духовном мире так же само. Молитесь, разговаривайте с Творцом, научитесь видеть Творца везде. Это тоже созидание, момента сейчас. Какой стул передо мной? Его он создан. Это чудо, понимаете? Мое тело создано, а другое тело это стул, тело для дерева. Это ж круто. Постарайтесь это видеть. Медитация это прекрасно. Научиться. Я вчера был, кстати, на медитации Юин Healing. Обалденная, с гонком. Я просто растворился в этом сознании. Я получил большое удовольствие. Там мысли вообще выбивает. Полностью. Но смысл в человеке научиться пребывать в безмыслии. Научиться пребывать в мыслях, когда они необходимы. Человеку задача научиться обращаться искренне к жизни. Это все разные инструменты к познанию себя. Нету чего-то одного. Если вы ждете, что вы придете к какому-то гуру, и он сразу вам, нате вам любовь, нате вам осознанность. Нет. Послушайте внимательно каждого гуру, каждого созревшего учителя. Он пахал до этого. Пахал каждый. Понимаете? Пахал постоянно. Он не лежал, не сидел, он трудился. И когда он уже стал гуру, он тоже продолжает трудиться. Любой учитель. Это важно понять, что труд. Ничего не делая, вы ничего не добьетесь. Физический мир важен, потому что мы сюда пришли. Здесь нас создал сегодня Творец. Сейчас создает. Он дает мне жизнь, я сам себя не оживляю. И духовные практики очень важны. Молитва, медитация и каждодневная практика – это не осуди, прими, это навык, понимаете? Любовь. В моем случае, как я научился чувствовать любовь? Я поделюсь с вами советом. У одного мудреца прочитал. Он сказал, что когда вы выходите на улицу, настройтесь на то, что вы сейчас встретите самого близкого вам человека. Пусть его нету среди вас. Он уже точнее ушел. Там бабушка, мама, дедушка, брат, сестра, тети, дяди, прадедушки. Кого вы любите и любили. Постарайтесь увидеть этого своего родного человечка. И испытайте с этим человеком эту любовь. Просто нарисуйте в облике того человека бабушку. Я так рисовал бабушку. Если хотел увидеть брата, я брата рисовал. Если хотел маму увидеть, я маму рисовал. Я так практиковал на улице с людьми до тех пор, пока я не почувствовал, что это действительно так и есть. Это практика. Это не приходит просто так. И эту любовь излучайте, и относитесь к ним как к своей, например, бабушке, которой нету. К дедушке, брату, папе. Даже они могут быть живы, просто вы их увидели, понимаете? Просто соскучились. Увидьте их в других людях. И вы поймете, что это величайший дар. Величайший дар любить.
и возможность научиться. И тогда у вас будет образовываться потихонечку счастье. Жизнь будет потихоньку раскрываться перед вами, даря вам свои необычные, фантастические эмоции любви и благодарности, и взаимодействия с вами, понимаете? Вы не обрели дзен. Новые люди будут все обладать такими качествами крутыми, осознанностью и просветлением. Если мы хотим, чтобы все развивалось гармонично, и физический мир, и духовный, нам необходимо трудиться и над физическим миром, и над духовным. Тогда мы обретем гармонию в себе, где палка не будет переходить в одну сторону или в другую. Нам важна гармония, инь и янь. Для этого мы сюда пришли. Не просветлеет только сесть. Игра была бы наивная, поверьте. Просветление и осознанность – это будет побочный эффект вашей вере. Представляете? Побочный эффект. Случается просветление, потому что вы верите, а не тому, что вы стремитесь к нему. Учителя выступают как помощники на вашем пути. Они говорят, где вам повернуть, где чуть-чуть свернуть, где там чуть-чуть подровнять. В первую очередь вам будет это непривычно слышать от другого человека, что он знает лучше, как вам поступить. И у каждого скептика будут большие сомнения, потому что он уже умный. Я открываю вам секрет, что касается меня. Я не считаю себя умным, я не считаю себя разумным. Потому что когда приходит пробуждение за пробуждением, разные ступени пробуждения тоже существуют. Я осознаю, что я был глупый. Понимаете? Я от вас это не скрываю. Я не скрываю, что, например, в каком состоянии я сейчас нахожусь, могут открыться новые двери, где вообще будет. А это будет. И я скажу, вот тогда Миша чувствовал себя еще не очень. Я открыт к этому. Всех, кто знает и владеет информацией, он говорит, вот так вот я знаю. Нет. Поддавайте все сомнению. Будьте гибкие к принятию новой информации, к новым открытиям. Жизнь настолько глубока и красива, что зависит только от вашего разрешения сознанию развиваться. Не устаканиваться в рамках определенного. То мы сейчас на машинах не ездили. Духовность надо работать каждому больше и больше в этом мире. Каждый день. Это в семье, это с мужем, с женой, с детьми. Это везде духовность. Разве не круто стать счастливым в этой жизни? Понимаете, она очень скоротечная. Я желаю вам, чтобы вы стали счастливым. Я желаю, чтобы вы выбрали этот путь. Я хочу стать счастливым, счастливой, любимым и любимой. Для этого необходима любовь, энергия. Без энергии невозможно этим овладеть. Не разбрасывайте энергии на плохие мысли. Тогда человек разбрасывает свою энергию как деньги, растрачивает силы впустую на то, что от вас не зависит. Вложите свои инвестиции духовные, а то, что зависит. Не осуди, не укради, прими, помоги. Это то, что инвестиции, то, что вы можете сделать, вложить в себя. Понимаете? Пусть моя любовь и искренность дойдет до каждого из вас и растопит те узлы и комплексы, которые вас содержатся. Можно быть и сильному, и открытому. Можно быть и красивому, и открытому. И духовному. Духовность – это высшая сила, которую в славянских народах и религии, но религия не виновата, обесценили. Понимаете? Самое ценное сделали бесценным. И стараются это поломать. Но вы сильные. Бог возродится в вашей душе. И чтобы вы, когда пришли в храм, храм был счастлив и благодарен вам, что вы пришли в него.
Всем хорошего дня и настроения. Па-па.